Не снимай, не выкладывай. Всем привет! 13 декабря, мальчишки и девчонки. Поступил такой запрос. Сделай, пожалуйста, обзор, как ты обрабатываешь звук эквалайзером. Цунами 131 бенд. Спасибо за вопрос. При монтаже бложика монтирую я в Мававе 2020. Представляешь, да? 5 лет прошло уже с тех пор, как я купил этот редактор. Наша версия устарела, но обновлять не рекомендую, потому что сейчас нет такого, что ты купил редактор, все, он у тебя лежит на компе, ты можешь пользоваться, можешь не пользоваться. Сейчас не так. Ты купил, и каждый месяц ты платишь подписку за сам редактор и за эффекты, за набор эффектов. Вот это, за это все ты будешь платить ежемесячно. Так вот, давай возьмем какой-нибудь файл, где есть музыка. Окей. Я закинул все файлы, которые были в исходниках, их очень много. Выберем любой из них, в котором есть игра на барабанах, например, или репетиция, без разницы. Вот, например. Пиу. Сразу вот так вот сделаем, короче. Монтирую я чисто горячими клавишами. Давай послушаем звук до всяких регулировок. Например, сейчас, погоди. Возьмем кусочек какой-нибудь, например. Хотя уже слышно звук мертвый, невкусный. Угу. Возьмем этот кусок, возьмем несколько тактов. Угу. Возьмем 2 такта. Вот эту бочку вырежем. Так, тут. Угу. А здесь получается... Угу. Что если мы сделаем вот так вот? Еще чуток обрежем. Хватит нам вот этого кусочка, я думаю, да? Первое, что надо сделать при накладывании эквалайзера, это убавить громкость, потому что, может быть, для кого-то это секрет, тайна какая-то, что когда ты начинаешь поднимать вот эти ползунки, у тебя увеличивается громкость вместе с каким-то эффектом. Допустим, вместе с повышением низких частот или высоких частот. У меня здесь нету чем померить громкость, я ее не вижу. У меня нету здесь вот этих вот дорожек, которые показывают. Поскольку это старый редактор, в новом, кстати, есть. Они где-то вот здесь справа. Такие специальные дорожечки, которые показывают твой звук. И ты можешь смотреть по громкости. Это нищебродская версия, которой я работаю, которой мне вот так вот. Но даже без этих ползунков я понимаю, что громкость увеличивается. Мы берем ее и убавляем на 70. Во-первых, к этому меня приучил один подписчик, который все время заставлял меня нормализировать звук. Когда я что-то говорю, когда я сажусь за барабаны и начинаю играть, само собой громкость разная. Человек, который смотрит, он постоянно совершает работу. То есть убавляет, добавляет, убавляет, добавляет. То есть глядя мое видео. Поэтому теперь я стараюсь убавлять эту громкость. И после эквализации мы еще раз послушаем громкость. Может быть, убавим еще, представляешь? Итак, слушаем чистовую запись. А будем работать вот над этой половинкой, например. Итак, первое, что я делаю, меня всегда на всех записях бесит середина, поэтому я ее вырезаю просто. Пока. Вот прям вот так вот, без сожаления просто. И послушаем. Как по мне, то звук стал более-менее походить на настоящий. Можем завалить это вообще. Слушаем. Когда я убрал эту середину, мне уже кажется, что звук стал более слушабельный, что ли. То есть тебе неохота оттащить от себя наушники, то есть когда ты слушаешь вот здесь. То есть нету вот этого, знаешь, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Не могу я больше это слушать. И вот здесь, например. Никаких реакций. Можно спокойно сидеть слушать. Дальше. Нету бочки, как ты видишь. Вообще нету. Она есть, конечно же. Если ты будешь находиться в помещении, ты все услышишь. Но дело в том, что телефон, он как-то по-своему обрабатывает звук. Допустим, почему ценится iPhone, например, ну, когда во времена, когда iPhone только появился, вот у нас в группе, у нашего группы появился iPhone, например, когда она снимала на концерте видосики, мы все охреневали от того, что там ничего не срет. Нету такого
понимаешь? То есть это можно без рака ушей спокойно слушать. Поэтому, ну, это все хорошо. Но почему там нету вот этого всего? Потому что он вырезает. Там, например, есть какой-то лимитер, и все, он все вырезает. И звук становится, да, он не срет, но он бездушный абсолютно. Кто со мной поспорит, вот послушайте еще раз. Кто хочет поспорить. И вот перемещаемся сюда. Кому какая запись нравится прямо сейчас? Напиши, левая или правая. Дальше едем. Не снимай, не выкладывай. Не хватает бочки и мяса. Это здесь еще нету томов в этой записи. Если бы тома были, они бы звучали вообще никак. Поэтому просто поднимаем. Я здесь не свожу никакие музыкальные записи. Я свожу так, как мне. То есть я добавляю низа до такой поры, пока мне не начнет нравиться бочка. Я не делаю вот так вот, слушаю, вот так вот, слушаю, вот так вот. Я делаю вот так и слушаю. А потом убавляю, если мне не нравится. Я слышу, что бочка засирает, теперь убавляю. Слышишь, вот это вот. Прям как сердечный бит. Это мне очень нравится. И мне нравится вот этот ползунок прям вообще. Дико нравится. Давай послушаем с ним и без него. Он дает вот это вот толчок вот этот. Прикол, да, вообще? Обожаю заниматься этим. Бочка просто становится такой прям плотной, воздушной и плотной одновременно. Посмотрим, что делает этот. Ты не должен думать. Вот сейчас на глаз вот подниму это и все. Слушай, просто делай и слушай. Если мы не убрали бы громкость, то было бы у нас примерно вот это. Давай послушаем. В самых громких местах он запирает. Дальше. Если мы, допустим, я задираю низы, то иногда мне хочется задрать и вот эту половину тоже, чтобы все в этих низких частотах, чтобы не утонуло, например, чтобы хэтик стал почетче, малый барабан, например. Чуток добавим, чтобы плюхало прям как следует. Теперь сравним. Слышно аж как пластик на бочке вибрирует. По-моему, надо чуток прибрать. Потому что прям на вот этой бочке, на последней, тук-ту, самый сильный удар это второй, типа тук-тум, тук-тум. И на этом ударе это сильная доля получается. Тук-тум. Немножко происходит искажение звука. Ну, примерно так. Попробуем задрать теперь вот эту, например. Я опять повторюсь, я не буду делать вот так вот. Вот так послушаю, вот так, вот так. Я хочу всегда услышать максимум сразу. От чего мне, уже шагать, то есть. Угу. Прям такой светлый-светлый звук стал, прозрачный. Угу. Угу. Если мне, допустим, очень нравится эквалайзер, вот, я его сохраняю. Норм, окей. И при этом, при всем, я слышу какие-то запирания, например, при громкой игре в том, например, слышу какое-то запирание звука. Я просто беру вот еще на 10 по бам и убавляю, без сожалений. Вот здесь, допустим, было 100, а здесь 60. Чуть-чуть приберем. Ну, так как я здесь ничего не слышу такого,
полезно оставить кусочек неэквализированного видео, да, чтобы сравнивать, всегда сравнивать. Давай приберем. Вот и все. Сейчас вместе с тобой я придумал эквалайзер. Давай еще посмотрим все пресеты эквалайзеров, которые есть. Вот смотри. Это все пресеты, которые у меня есть. Это когда я говорю. Это когда я говорю в машине, например. Голос в машине, громкость 400, прикинь. Это когда обычно, когда я телефон держу вот так, потому что работает другой микрофон и плохо слышно. Это вот у Витальки дома. Там все по-другому звучит, поэтому приходится новый эквалайзер придумать. А в основном я пользуюсь вот этим эквалайзером. Сейчас, погоди. Вот этот эквалайзер, который мы только что сделали. А вот этим пользуюсь я. Давай посмотрим, насколько он будет отличаться. Давай сделаем вот здесь мой эквалайзер, который я давно сделал. А здесь тот, который я сейчас сделал. И посмотрим разницу. Как тебе? Иногда стоит что-то обновить, какие-то ощущения, например. Я вижу здесь, что тут все задрано у меня просто. Давай просто разницу почуем. Давай поменяем их местами. Это вот то, что сейчас мы сделали, а тут мой старый эквалайзер. Слушаем. Смотри, в чем разница. Обрати внимание, что эквалайзеры, почти одинаковые. То есть дуга одинаковая практически. За исключением, допустим, вот этого ползунка. Просто все немного выше. Вся разница в том, что это громче, это тише. И здесь басов чуть меньше. Иногда уши, слух замыливается, и когда ты долго сидишь, тебе хочется все поднять. Вот сейчас, допустим, перед тем, как я начал снимать это видео, я не занимался, то есть сведением бложика, монтажом. У меня не замыленный слух, и видишь, как теперь выглядит мой эквалайзер. Кстати, я, по-моему... Лайк, подпишись, друг, благодарочка, вот, так будет правильно, наверное. Почти одно и то же. Обрати внимание, вот эти все ползунки, они просто перемещаются вверх. И вся разница только в крайних ползунках. Это вот то, что мы сейчас придумали, а это мой. Вот и вся разница. Послушаем еще разок. Это наш. А это мой. Значит, в этом эквалайзере чуть больше низких и высоких. А здесь все так аккуратненько, знаешь, потому что я с нуля начал и сделал так, как мне сейчас нравится. Вот, в принципе, и все. Я не знаю, помог я вам чем-то, нет. Просто вы можете спокойно сесть и сами себе придумать эквализацию на видос, где вы что-то играете, например. То есть просто делайте до тех пор, пока вам не понравится, и все. И смотрите, чтобы ничего не запирало, И по громкости это было одинаково с тем фрагментом, где вы просто говорите, например, что-то. У меня все. Увидимся в бложике. Пока-пока.